Что за маракасы? Привет. Чеснокасы и приправасы. Привет. Привет. И вам там, да, тоже привет. Мы сегодня... мы с тобой здороваемся, да, как будто еще не виделись. Да, вам привет. Мы собираемся приготовить обед и с вами поделимся, ну не обедом, а тем, как мы его готовим. Рецептом. Рецептом, да. Сегодня на обед у нас будет баттернат или мускатная тыква, как там его еще называют. Неважно, можно брать обычную тыкву, можно даже брать кабачок. Тоже прекрасно сюда впишется. Тыква мускатная была заморожена, хранится в морозилке осенью. Я все это нарезал, почистил, сразу наморозил. И просто достаю ее, размораживаю. Это как раз вот на пару порций, может быть. Ну, просто сырую замораживаешь? Просто сырую замораживаю, да. После разморозки эта тыква становится очень мягкой. Креветки. Тигровые креветки, по-моему, аргентинские. Или аргентинские, или чилийские. Но откуда-то оттуда. Вкусные, такие мясистые креветки. Креветок можно брать столько, сколько хочется. Можно, в принципе, и без них обойтись, но с креветками вкуснее. Креветки нужно будет просто от панциря почистить, но они уже без кишечника. Уже вот это вот заниматься вот этим вот всем выниманием с ножом не придется. Фета, которая прекрасно сочетается с тыквой. Даже уже такой рецепт, не кажется, а по-моему точно есть такой рецепт на канале. Тыква с фетой, с травками, муравками. И вот креветки в эту комбинацию тоже прекрасно вписываются. Вот, собственно, основные ингредиенты. Готовить я буду в аэрогриле, но можно делать это в духовке. А можно даже на обычном гриле. Мы, в принципе, собирались сегодня это сделать там снаружи, в саду. Но у нас пока еще гриль к сезону не почищен. Тыкву кусочками, уже порезанными такими средними кусочками, в аэрогриль или на противень. Туда же добавляю гранулированный чеснок. Можно использовать обычный чеснок, свежий чеснок. Я буду использовать в качестве приправы кajunскую смесь. Паприка, чеснок, лук. Такая будет тыква со вкусом креольской. С креольской ноткой. С креольской ноткой, да. И вот туда так смело можно. Тыква любит эту смесь. И, само собой, соль, перец. С травками, муравками можете экспериментировать по полной программе. Какие вам больше нравятся, тем более, что летом можно использовать не только сушеные, но и свежие травки, тимьян, розмарин, орегано. Все это здесь будет тоже прекрасно сочетаться всем. Все это сбрызгиваю маслом и хорошенько перетряхиваю, чтобы все там специи потанцевали. Да, потанцевали с тыквой. Прям хорошенько так перетрясти. Все. Ставлю запекаться. Вот что я забыл. Вот что я забыл. Сказал же про фету и забыл. Фету туда еще вот так вот покрошить фету. Но не всю. И я оставляю в свежем виде фету тоже. Половину, да? Ну, плюс-минус. Треть оставляю в свежем виде для подачи. А 2/3 туда. Еще раз перестрясти. Смотри, как красиво там все. Дальше работу делает аэрогриль. 385 Фаренгейта, 190 в Цельсиях на 15 минут. Пока там тыква запекается со всем этим вкусным, ароматным, я почищу креветки. Можно использовать в этой комбинации кусочки курицы. Например, замаринованная куриная грудка тоже подойдет. Или бедро. Можно использовать какие-нибудь колбаски, сациви, купаты, чебуреки. Чоризу. Можно, кстати, да. И чоризо тоже. Вообще, на самом деле, такая комбинация беспроигрышная. Для креветок понадобится чеснок. Сразу из него удалю сердцевину. А что она? Чем она не угодна? Ну, это неприятное послевкусие. С креветками, чесноком и маслом передвигаемся к плите. Ставлю сковородку на средний огонь, разогреваться. Сбрызгиваю маслом. Когда масло на сковородке разогреется, выдавливаю туда чеснок прессом. Можно порубить ножом, а можно... Ну, если лень? Ну, если лень, можно выдавить с помощью пресса. Буквально 30 секунд чеснок с маслом обжариваем, распределяем его вот так вот по всей сковородке. Выкладываем креветоны. Немного подсолить, немного подперчить и спать уложить. Если чувствуете, что масла маловато, можно добавить еще чуть-чуть. Креветочки должны быстро прихватиться. Так, с одной стороны буквально минутку, и с другой стороны
еще минутку, чтобы не пережаривать креветки, чтобы они остались Нежные. нежными, не превратились в резиновые. Само собой, зависит от размера креветок. Какие-то креветки нужно будет обжаривать чуть дольше, потому что они все-таки должны быть готовыми, они не должны быть сырыми. Оп, Что, брызнул? чеснок. Но они должны быть полностью проготовлены. Вот они прям должны прям почти проготовиться, потому что они все-таки еще будут минутку. Они пойдут еще туда. Да, они будут еще подпекаться в аэрогриле. Ароматные. Ароматные. Я их снова возвращаю в тарелку. Снимаем креветки со сковороды обязательно, чтобы они не продолжали жариться, не продолжали готовиться. Там еще 3 минуты. Пойдемте за зеленью в сад-огород. Под окном кухни, которую, кстати, надо помыть. Лимонный тимьян и чуть-чуть орегано. Травки-муравки добавим вместе с креветками. Вот орегано рвем туда. Листики тимьяна бросаем. Вот там как раз все, видишь, как у нас идеальный тайминг. Смотри, как красиво. О, Тыква нарядненько. подпеклась, да, вот ее так хорошенько перетрясти. Все там перемешиваем. В принципе, как самостоятельное блюдо уже хорошо работает. Ну и все, и туда креветки. Креветки с травками-муравками. Перемешиваем так, чтобы креветки распределились. И как раз креветки, обжаренные в чесночке, еще дойдут дополнительный там вкус. То же самое. 385 Фаренгейта, 190 в Цельсиях. Пару минут. Ту-ду-ду-ду. Пахнет это просто нереально. Посмотри, как красиво. Как это все красиво. Раскладываем по тарелкам креветочки. Оп. На всю эту красоту немного свежей феты. Самый последний штрих. Листики тимьяна, которые я оставил свежие. Вот так вот сверху. Обед, можно сказать, на скорую руку. Вообще мы аэрогрилем именно по этой причине прежде всего довольны. Как-то все стало гораздо быстрее. Рука стала очень Получается. скорая. Духовка же она большая, а здесь вот в этом вот небольшом объеме ароматы быстрее во все продукты впитываются. Они как концентрированнее. Мгм. Еда получается гораздо вкуснее зачастую, чем из духовки. М. Красиво? Очень красиво. Пойдем там есть. Пойдем. Там сегодня хорошо. Бон аппетит. Как же без пузыриков, да? М. Вот как? Там все просто на самом деле. Все так просто и все так вкусно. Ну это прям невероятно. Очень просто. Ну реально очень вкусно. Казалось бы, ну что может быть проще? Тыква. Ну вот, ну прям очень вкусно. Мне кажется, такое блюдо надо подавать в ресторане. И креветули. И они прям идеально сочетаются с тыквой. Угу. С тыквой, с фетой. Ой, какая красоточка прям улыбается. А подожди, чем она улыбается? У нее головы нет. Вот безголовая. А голову ты дома забыл? И как только мы начинаем что-то снимать, кому-то надо там чем-то жужжать. Ну пусть они себе жужжат чем хотят, а мы пожужжим тыквой, фетой и креветками. Пожужжим креветками. Всем срочно надо. Прямо всем. Угу. Как всегда, я список ингредиентов оставлю в описании под видео и в комментариях. Что там? Лайки, пожалуйста, не забывайте ставить. Комментарии пишите, впечатлениями делитесь, идеи подкидывайте. Подписывайтесь на канал. В общем, все, как всегда. Всем всего самого прекрасного, доброго, вкусного, летнего. Пузырики за вас, за нас, за то, чтобы всем было так же хорошо, как нам сейчас. До новой скорой встречи. Пока-пока. Пока.